И в итоге вы вчетвером оказываетесь в вагоне для циркачей. Тут 7 человек, 2 дрессировщика, 2 гимнаста, силач, фокусник и предсказательница. Они странно на вас поглядывают, но ничего не делают. Можно подружиться с предсказательницей? Комар подходит к предсказательнице, смотрит на тебя сверху вниз. Сделать тебе расклад? А за сколько? Ну, мы тут едем. Ты же член труппы, правда? Да, Да, давай тогда сделаю бесплатно. Что ты делаешь? я фокусник. А, фокусник. Хорошо. Покажи мне фокус. Я кидаю дудку за спину и прячу ее в жопе. Ты хочешь сделать это как-то искусно, или ты просто засовываешь ее себе в жопу? Между двух ловлю. Тогда это уже так акробатика. Дудка проскальзывает между твоих булок и падает на пол. Вдвоем с предсказательницей смотрите на эту дудку секунд-две. Ну, ладно, давай сделаю тебе расклад, что ли. На что будем делать расклад? На любовь? Да нет, зачем мне любовь? Любовь уже передо мной. Она слегка краснеет. Нет. Вроде только встретились. Это любовь с первого взгляда же. Ой, ну ладно, да. давай, на что тебе разложить? Я же сказала, что денег не возьму. А у меня есть вещь, которую я хочу получить. Вижу, будут у тебя препятствия на пути, но твои верные друзья... Так, я тут не вижу, то ли они тебя подставят, то ли помогут. Но я вижу, что ты будешь очень близок к цели. Однако, в итоге, твое богатство окажется не тем, чем кажется. Тебе это о чем-то говорит? В моей голове все так же запутано, как и в картах. Ну, удачи. Я думаю, когда приедем в столицу и нас всех вознаградят, только деньги все не пропей. Я на тебя потрачу. Она прикладывает руку к щеке и махает рукой. Иди уже. Никто. Новая арка комара. Флирт с предсказательницей. У нас есть женщина в нашей команде. Должна закадрить силачам. К дрессировщику меня отведи. Они настолько увлечены игрой, не обращают на тебя особо внимания. Меня надо решить. Говорю, здравствуйте, мальчики, мяу. Они смотрят на тебя. Ты кто? Я красивая девушка, показываю шоу перед выступлением. Ну, этих богатых фиг разберет, конечно, со вкусами, ну ладно. Чего ты хочешь от нас? Сыграть хочешь с нами? Ну, я так посмотрю. Вы во что играете? В дурака? Переводного? Мы не просто там какая-то чернь, мы в покер играем. Ого, а какие ставки? Они слегка стушевываются, в какие ставки. Тут 2 серебряных монеты. Да я ставлю наикрасивейший камень. Видите, как он блестит? Ладно, давай, садись. Но если я выиграю, вы мне ответите на мой любой вопрос. Только честно. Хорошо. Две у тебя? Да. А, у тебя самая маленькая. И ты пухляш. Она сама по себе пухлая, а жопа маленькая. Так тоже бывает. У меня пышные формы, блядь. Ты разбиваешь 2 дрессировщиков, пух и прах, и забираешь их серебро. Ничего себе, никогда не видел девушку, которая так классно играет в покер. Ладно, что ты хочешь узнать? Где сидит господин Рамфул? Господин Рамфул, да он в 8 вагоне. Там у него еще этот ящер, и с ними еще 4 мужика из спецподразделения. А я не знаю, зачем столько охраны везут сюда. Мы же просто животных везем, да и себя тоже. Зачем еще спецподразделение какое-то противогоблинское прислали? Ты не знаешь, почему? Я без понятия. Ладно, ребята, еще свидимся когда-нибудь. Вожу по плечу от, блядь, Его слегка передергивает. и подмигиваю второму. Вон начинает дергаться глаз. Заходит второй гоблин. Давайте с вами сыграем в карты в правду или действие. Правда, людей на нас уже и так обобрали. Ну, ладно, хорошо. Я всегда Они проигрываю, смотрят- честно. Ладно, хорошо, давай сыграем. Правда или действие? Правда. Я тебя что-то в нашей труппе раньше не видела. Кто ты? Что ты тут вообще делаешь? Я показываю фокусы с помощью огня. Фокус очень опасный, так что аккуратнее. Ты пытаешься жонглировать огнем, но в итоге один из сгустков огня попадает на кровать и начинает Всё, у меня хуёвый пожар. фокус. В итоге все циркачи бегают и начинают тушить пожар. Говорят, а вы кто тут такие? Вы что-то не похожи на циркачей. Бежим от пожара. Вы бежите в конец, и когда вы закрываете за собой дверь, видите, как из 3-го вагона в 4-й убегают охранники.
Вы видите несколько клеток. На самом деле зверинец занимает 2 вагона. Вы видите небольшого летающего слона в маленькой клетке, в следующий тигра, такой же очень тесной и грязной клетке. Клетки чуть побольше носорога, клетку полную попугаев, 2 львов, адскую курицу, кобольды в цирковых костюмчиках. Предлагаю курицу и тигра. Курица офигенно, она будет... Слоник. Какой там слоник. Там 2 тигра вместе в одной А клетке. еще вы видите кролерога. Но 2 львов сложнее заарканить, чем одного А тигра. вот это все, я нашла. Кроление они Нет, он нам называют. нахуй не нужен. Ладно, 2 попытки. Попробуем с тигром, попробуем с орвалем. А еще я забыла сказать, тут находится 3 охранника. Блядь. С этого надо было начинать. Я здесь свободу растопчу. А он тяжелый, и еще и крылья есть. Может, еще летать. Да, блядь, я тоже. Нахуя нам слон, блядь? Охуенный слон. Кто есть природа, знает, что слон называется халифан. Да пух. Да похуй на слон. Ну И что, давайте. это создание из божественного Мифология. измерения. Клёво. Да нахуй нам Нахуй на слон, слон. блядь. С временем охранники смотрят на вас с подозрением. Говорят, эй, что там происходит? Там ребята так в покер зарубились, там сейчас такая драка, не хотели попасть под горячую. Да, ничего, разберутся. Нам сказали охранять животных, чтобы тут все было нормально. Так что, если у вас тут нет никаких дел, проходите. Заговорите этим лучше. Пусть они сами съебутся куда-нибудь. Ребята, я тут тренирую свой номер, хочу вам показать. Показывай. Это танец в стиле кей-поп. Я пою, танцую и одновременно кидаю свою дудку в промежутках между песней. Вы придумайте, что делать с альбами. Я думаю, не выдержу. Пой. Ты искусно танцуешь, подбрасываешь прекрасный номер, они стоят и хлопают. Один из них утирает слезу. Говорит, я такого прекрасного выступления О, не видела всю свою жизнь. Ну ладно, было очень классно, но давай, проходи. а если с вами что-то случится, я не могу уйти. Да, звери в клетках, клетки заперты, вон у меня ключ. Показывает ключ на своем поясе, потом убирает его. Я начинаю плакать и говорю, что я очень сильно боюсь львов и обнимаю его. Ты пытаешься обнимать его, плакать и стырить ключ. Да, не в клетке он сидит. Не удается украсть ключ, и он чувствует, как ты проходишься ему по бедрам. Говорит, эй. И из вагона выходят 2 охранника. Говорит, эй, эти 4 там пожар устроили. Держите их. Вам нужно убегать из этого вагона. А адские курицы боятся огня? Это создание из бездны. Они практически ничего не боятся. Нужно, короче, всех поджечь, и останутся живы только курицы от... Бля, Мы еще подразумеваем, что они все бегут потом за нами, правильно? И злые тигры, блядь, и злые я охранники. сейчас весь пояс сошел. Да похуй. Короче, беру 2 руки свои огненные, направляю на охранников, а 2 рука на клетку. Клетка плавится, курица выбирается на свободу и направляется в направлению 2 охранников. Все, сбегаем. Сбегаем.